Всем привет! Меня зовут Анастасия Смирнова, я занимаюсь маркетингом рекламности Яндекса для площадок. И в этом видео я расскажу про такую причину отклонения, которая звучит так. Сайт требует дополнительных действий для доступа к контенту. Если ваш сайт отклонили по этой причине, это значит, что контент на сайте можно посмотреть, только выполнив дополнительные действия. Давайте разберем на примерах. Сайт будет отклонен по этой причине, если: первое. Для того, чтобы ознакомиться с содержанием в основных разделах сайта, пользователю необходимо обязательно зарегистрироваться. Второе. При открытии сайта возникают всплывающие блоки, которые мешают просматривать контент и которые нельзя закрыть или свернуть очевидным способом. Третье. Появляются уведомления об использовании cookies, которые невозможно закрыть. Нет соответствующей кнопки или крестика. Четвертое. Для просмотра контента требуется установить дополнительное ПО или обновить браузер. Однако в этих правилах существует 4 исключения, которые мы не считаем нарушением. Первое. Обязательная регистрация допустима, если ваш сайт — это сайт знакомств или социальная сеть. Второе. Если большая часть контента открывается, пользователь может с ней ознакомиться, но часть контента доступна по подписке. Третье. Использование капчи защиты от роботов. После выполнения небольшого задания сайт должен корректно открываться. Четвертое. Если при открытии сайта возникает антибот-защита или антиспам, который после быстрой проверки автоматически отправляет пользователя на сайт. Что же делать, если все же ваш сайт был отклонен по этой причине? Во-первых, обратите внимание, мы не детализируем, в каком разделе сайта и какое именно нарушение мы зафиксировали. Проведите комплексную проверку всех подразделов и устраните возможные нарушения. Второе. После исправления ошибок отправьте ваш сайт на модерацию. Это можно сделать самостоятельно в интерфейсе RSA, нажав на кнопку «Отправить на модерацию». Кнопка будет активна через 1 день после отклонения. Если у вас возникнут вопросы, напишите нам через форму обратной связи. Ссылку на форму вы найдете в описании. На этом все. Увидимся в следующих роликах.